Большинство людей проводят долгие месяцы и годы, чтобы получить накачанное рельефное тело своей мечты, но некоторые идут более легким способом, просто устраивая себе курс инъекций препарата Синтол, и так увлекаются, что превращаются в уродливых монстров, вплоть до ампутации конечностей. Представляем вашему вниманию семерку синтоловых монстров-качков. Грег Валентино – самый известный синтольщик в мире и обладает самыми большими руками в бодибилдинге. Грег уверяет, что его руки натуральны, и он просто употреблял анаболики и B12, и не боится, что однажды их придется ампутировать. Врачи сказали, что необходимо уменьшить мышцы хирургическим путем, и вот что стало с одной из его рук. Клаус Доринг – это и есть тот самый Стронгмен, один из первых пользователей Синтола, больше похожий теперь на свинью-мутанта. Его прозвали Мистер Синтол, и он очень горд за свои руки. Лавры его конкурента Валентина не дают ему покоя, вот он и старается. Чемпион мира по тасканию грузовиков Питер Хайзингер, еще один любитель Синтола. По цвету его рук можно предположить, что они начинают гнить изнутри. Этого уже немолодого мужчину зовут Валдир Сегато. Он не мог добиться желаемых результатов с помощью тренировок и диеты, а потому решился на крайние меры. Теперь Валдир полностью доволен своим внешним видом, в то время как большинство окружающих впадают в ступор от его вида. Мустафа Исмаил. Этот человек настаивает на том, что его бицепсы натуральные, а не результат инъекций Синтола. Организаторы книги рекордов Гиннесса, которые вначале планировали включить Мустафу Исмаила в выпуск своей книги, взяли тайм-аут с целью убедиться, что могучие бицепсы Мустафы натуральные, однако, по моему мнению, все видно невооруженным глазом. 56-летний Орлиндо де Соуза является давним фанатом Арнольда Шварценеггера и еще совсем юным начал ходить в спортзал. Однажды один из его знакомых предложил ввести под кожу нефтяной коктейль. После ввода инъекции руки Орлиндо опухли и на протяжении долгих лет не теряют своей формы. Его друг Паулиньо скончался после введения таких инъекций, и Орлиндо никому не советует использовать подобные инъекции. 25-летний бразилец Ромарио Сато Салвеш стал одержимым Синтолом после того, как увидел профессиональных культуристов в тренажерном зале с огромными руками. Именно те спортсмены предложили Синтол Ромарио, и он стал похожим на Халка. Лечащий врач сообщил, что придется ампутировать ему обе руки. «Помню, моя жена осталась вся в слезах, когда я уехал в 5 утра в больницу для ампутации», — говорит Ромарио. В больнице же после очередных анализов приняли решение не лишать парня рук, а попробовать удалить Синтол из мышечной ткани. Он по-прежнему мечтает стать профессиональным бодибилдером. Это была семерка монстров-качков, которые изуродовали себя с помощью инъекций Синтола. Если вам понравилось это видео, обязательно подпишитесь на канал и не забудьте подтвердить подписку, нажав на колокольчик рядом с кнопкой подписаться. И конечно же, ставьте лайк. Всем добра!